Всем привет! С вами Ри. Дисклеймер. Это видео сделано в качестве развлекательного контента, а не обучающего. Всем приятного просмотра. Да, у меня вот челка объявилась. И теперь я не знаю, что с ней сделать. На помощь мне идут вот эти волосовыдиратели. Тон я нанесла, больше ничего. Я хочу сегодня повторить трендовый макияж этой зимы 22-23, Cold Makeup. Мне кажется, это очень такой красивый, нежный, но при этом такой морозный макияж. Мне очень нравится. Очень хочется на себе этот образ примерить. И я как раз таки собираюсь потом пойти по магазинам пройтись. Начну я, пожалуй, с оформления лица. Вроде как на камере не видно, какое у меня вообще лицо. Начинаю просто с контура. Контур я наношу вот от Эстрад. У меня как бы упаковочка сломалась уже давно, но видите, что я ей пользуюсь. Я не знаю, какой именно это тон, но я его, наверное, не очень-то посоветую, но он не залипает на влажную кожу. Я сейчас еще немножечко пройдусь и вот эти местечки поправлю, потому что, мне кажется, есть какая-то красота. Еще раз зону под глазами я немножко высветлю, потому что должен быть прям потом отчетливо виден румянец. Тут что-то как неудобно, я же ничего не вижу. У меня и зрение плохое, и я поэтому себя даже в зеркало не вижу. По верхнему веку я потом отдельно консилером еще раз пройдусь. Тонкая кожа, капилляры все абсолютно видно. It's not very cool. У меня есть вот такая вот кисточка от Beach Bomb. Она неплохая, я ее вообще использовала для тона. Мои основные кисти, которыми я всегда пользуюсь, они сейчас у меня сушатся. Набиваем немножечко. Я очень боюсь, ну прям очень. Наношу я аккуратненько. Как бы он очень легкий, и на припудренную кожу он вообще как будто бы не наносится, поэтому именно из-за этого я разочарована, но на влажную кожу самое то. Надеюсь, вы не против, что я смотрю в зеркало. Ну вот, другой вид. Контуром я немножечко прохожусь вот здесь, по лобной части и также под подбородок. Отлично, мне кажется, неплохо. Вообще стала редко консилерами пользоваться. Так сказать, решила принимать себя со своей тонкой кожей. И теперь я хочу законтурировать немножко нос. Беру я такую тоненькую кисточку, и я прям в зеркало буду смотреть. И я немножечко вот так под бровь увожу. Мне очень нравится контурировать сейчас нос в последнее время. Но опять же, у меня это по настроению. Если я хочу, я сделаю. Если не хочу, я не делаю. Господи. Мой нос уехал направо. Мем вышел из-под контроля. Ладно, все будет окей. Немножечко вот такую пимпочку нарисуем. Вы не представляете, как я люблю краситься. Сейчас у меня нет такой возможности часто краситься, но раньше я могла просто сидеть дома и вот так для расслабления сидеть, что-то пробовать. На влажную кожу хайлайтер. Пользуюсь я от Revolution. Мне очень нравится. К нему только рука и тянется в последнее время, хотя у меня много более пигментированных, но нам в этом макияже нужно такую холеную кожу. И вот для холеной кожи самое то. Прекрасный. Его можно, смотрите, как красиво блестит. Вау. Да. И теперь аккуратно на носик. Я хайлайтер потом продублирую. Ну, вроде даже как нос прямой стал. Снова. И сейчас этой же кистью, я могу даже немножечко ее встряхнуть, использую румяна от Essence The Blush. Они прям идеально сюда впишутся, они супер natural, ими тяжело переборщить.
Я пользуюсь в повседневной жизни другими, более персиками, но эти такие прохладный цвет и прям втушевываю в скульптор. Нос все равно кривой. Главное, чтобы, как я посмотрела по референсам, вот эта часть под глазами, она очень выбелена, чуть-чуть на подбородок. И также вот в эти места. Как видите, эти румяна супер-супер деликатные. Тема глаз у нас еще не раскрыта. Первым делом мы пройдемся аккуратненько спонжиком по верхнему веку, чтобы то, что у нас уже раскаталось. Из моих кистей, я правда этими кистями так редко пользуюсь, что даже не знаю, что взять. У меня есть такая козочка. Можно взять любые нюдовые тени, в принципе. И беру самый светлый оттенок и прохожусь по всему веку. Кстати, у нас же пудра. Надо мне обязательно запудрить лицо, потому что потом может все у меня уехать. Использую от Лотти пудру, она мне не очень нравится. Продукта я не так много беру. Вот по этой части я контуринг подравниваю. Там, где у меня уже находятся сухие продукты, я там пудрой стараюсь не проходиться. Фу. Продолжим с макияжем глаз. Я возьму, наверное, такой цвет, который более холодный. Стряхну. Почему я так ужасно говорю? И аккуратненько по косточке провожу. За окном так быстро темнеет, просто ужас. И прям пальчиком набираю еще раз тенюшки, более плотно. И прохожусь здесь, по подвижному веку, чтобы высветлить. И потом я аккуратненько пальчиком беру вот эту блестяшку, она прям хорошо сюда подходит. Можно без этих блестяшек, просто мне так хочется. Так я себе представляю cold макияж. Вот такой должен быть высветленный быть. Мне уже, в принципе, нравится. Затем вот этой же палеткой я беру кисточку для бровей. Беру такой, не знаю, давайте экспериментировать. Я, как видите, этой палеткой не часто пользуюсь. И мне надо будет вывести стрелочку. Я не хочу пользоваться подводкой. Вообще я использую другие тени. У нас получается вот такая очень легкая стрелочка. Мне даже не хватает, кажется, как будто бы интенсивности. A few moments later. Мне, в общем, не нравятся абсолютно эти тени. Для вырисовки стрелочки я беру палетку Ева Мозаик для бровей. Здесь есть такой вот темный цвет. Я стряхиваю. Еще раз пройдусь вот здесь. Я не уверена, что цвет будет более насыщенный. Не, ну стал. Мы сейчас все подотрем, не переживаем. И, на самом деле я очень переживаю. И, наверное, немножко уголок глаза прям аккуратненько нанесу, чтобы глаза были более выразительные. У нас есть серебряный блеск. И хочу я сюда добавить палетку NYX с шиммерами. Вот такой розовый просячий оттенок. И прям вот как-то вот прям втоптать немножечко поверх. В косточку вбиваю, чтобы это гармонировало с щечками. На щечки я нанесу такой же потом цвет. Я продублирую вот такой хайлайтер. Появляется розовый подтон. На камере на самом деле все это не очень видно. Я прям вот такие точечки прорисую. Даже сейчас видно, что вот эти части очень хорошо выделяются. Перфект. Затем я беру белый карандаш. Я прорисую слегка слизистую для этого макияжа. Я стряхну темный пигмент. Бровки нам нужны такие максимально естественные. Хочется немножко их так подкорректировать, что ли. Я люблю рисовать немножко поближе к переносице, чтобы создать визуально эффект носа поменьше. Ой, что я хочу взять? Гель для бровей. Я редко пользуюсь гелем для бровей, но для такого макияжа лучше, чтобы волосочки было сильнее видно.
По крайней мере, на референсах у девушек выделяются прям очень сильно волоски. Я использую вот такие румяна. Это личная моя прихоть в этом макияже. Пририсовать ямочки, как у кореянок. Они прям такие деликатные, но эффект сразу видит. Посоветовать я их не могу, потому что в продаже их больше нету. И самое сложное — это ресницы. Ресницы сделать засохшей тушью. Я сначала их подкручу, чтобы они были такие приподнятые. Я думаю, надо эффекта такого добиться слипшихся ресниц. Ну, посмотрим. Потому что эта тушь не особо обладает такими свойствами. И даже намеренно очень тяжело добиться такого эффекта. И нижние реснички тоже подчеркну. Еще маленькая деталька. Мне очень нравится рисовать такие мушки. Очень потрясающая подводка от Эвелин. Вот такая. У нее не фетровый наконечник, а кисточка. И кисточка гораздо удобнее, во-первых, красить. Во-вторых, она дольше не засыхает. Я рисую вот такие небольшие точечки под глазами. Эту идею я взяла от геля. Над бровкой. Небольшую такую мушку. Нам надо еще сделать эффект зацелованных губ. Давайте попробуем взять тинт. Его надо прям совсем малюсенькую капельку. Немножечко выходим за контур. Я беру такую помаду от Essence. Помада прелестная. У нее есть такой немножко с плампер эффектом. Она увлажняет. И я пользуюсь на постоянной основе. Она полупрозрачна. И потом я использую от Maybelline помадку в 932 оттенке. Очень потрясающий оттенок. Я не знаю, выпускается она сейчас или нет, но на самом деле она прям очень хорошенькая. Я не захожу на середину губ, но легкими притаптывающими движениями я тоже выхожу за контур, чтобы такой эффект создать зацелованных губ, подмороженных. И еще один такой небольшой лайфхак. Это у нас я беру вот такой корейский блеск, тоже нанесу кисточкой, провести по верхнему контуру губ, чтобы это блестело и придавало объем, и по нижнему. Так дольше сохранится помада на губах. И сейчас я дополню образ аксессуарами. Я еще раз повторюсь, то, что мне очень нравится этот макияж. Ну просто восторг. Я уже много наделала фоточек. Если вам интересно побольше увидеть, то они уже находятся в Pussy Juicy Grammy. Теперь это будет зимний мой любимый макияж, потому что выглядит очень кьют. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите, как вам макияж, как вам данный тренд, будете ли вы использовать его этой зимой. Но мне очень нравится, ну прям такое красивое. Всем пока! Хороших, счастливого Нового года!